Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу вам сегодня предложить связать вот такой сногсшибательный красивый пуловер, который подойдет для всех размеров и на все возраста. Очень просто вяжется, спущенный рукав, классический крой, все детали раздельно вяжутся, узор совсем простой, подходит для начинающих идеально. То есть этот прекрасный летний ажурный джемпер вы свяжете совсем просто. У нас сегодня будет разбор с вами. Давайте полистаем. Он может быть, видите, в голубом цвете, он может быть в розовом цвете. То есть вариантов очень много, но во всех цветах он просто прелесть прелестный. Я буду сегодня вам рассказывать и подобрала вам пряжу конкретно вот такого цвета. Цвет чайной розы, очень эффектный, красивый и, в общем-то, крайне редкий, всегда в тренде. Вот в белом варианте можно, пожалуйста, посмотреть модель. Вот так со спинки она смотрится, да, то есть вы видите, тоже очень красиво, ажурно смотрится. Модный весьма пуловер, своеобразным вот этим вырезом, глубоким. Можно, конечно, глубину под себя откорректировать, какой вы хотите. Девочки, очень красивая модель. Ну, просто необъяснимо прелестно как-то притягивает, притягательная такая модель. Посмотрите внимательно на узор, да, здесь очень хорошо видно, как его вязать. Я составила схему по фотографии, схема совсем простая. Поэтому я и говорю, что подойдет для начинающих девочек. Посмотрите, вот опять я вам приближаю узор, видите, да? У нас сегодня будет полухлопковая пряжа использоваться. Здесь вот видите, очевидно, скос плеча, да? Мы тоже его сегодня учтем в наших расчетах. Здесь вот соединение очень простое, рукава. Здесь вот боковой шов хорошо виден. Снизу у нас идет планка. Я взяла планку на высоту 8 сантиметров, тоже резинкой 1 на 1. Обо всем этом мы с вами в описании поговорим. Здесь вот тоже у нас по вырезу горловины планочка идет, видите, да? Я беру тоже 3 сантиметра, но, скорее всего, здесь более 3, ближе к 4 даже. Ну, то есть это все вы, конечно, под себя откорректируете, мои дорогие. Я ни на чем не настаиваю. Вот в розовом цвете тоже очень мило, нежно смотрится. Очень-очень красивые нежные расцветки у нас используются. Кстати, знаете, вот этот ажур, он не настолько такой, вы знаете, прозрачный, не настолько кружевной, да, то есть он такой гламурненько смотрится довольно-таки. То есть, в принципе, здесь много лицевой глади, и он не слишком просвечивается. Это очень подходит для дам, которые комплексуют, что у них там что-то будет просвечиваться. Тут вот видите, просветов будет немного. На летний вечер такой нарядный, красивый, брендовый пуловер, по-моему, просто заглядение, обязательно надо связать, девочки. Вот это один из моих любимых моделей, я думаю, будет пуловер этот. Давайте сейчас с вами будем составлять сегодня описание на размеры 44, 46, 48, 50 и 52. Вот такие размеры буду я сегодня вам рассказывать. Ну и начинаем мы, как всегда, с выбора пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, мои дорогие, я выбрала пряжу для вязания этого пуловера Alize Cotton Gold. Пряжа турецкого производства, в 100 грамм 330 метров. У нас используется шикарный цвет чайной розы 446, видите номер, да? Это полухлопковая пряжа, 55% хлопок и 45% акрил. Шикарная мягкая пряжа, нежная, очень приятная. Мне она очень нравится, я ее всегда рекомендую.
у меня есть несколько топов, связанных этой красивой пряжей. Очень богатая палитра цветов у этой марки. И я думаю, что вы без труда выберете то, что вам нравится. Я вам приближаю узор. Вы видите, как красиво смотрится данный узор. Он очень простой, очень легко его связать. Я могу порекомендовать этот красивый ажур даже начинающим вязальщицам. Поэтому, девочки, без труда, я думаю, что вы сможете связать эту шикарную вещь себе к лету. Это летний, бесспорно, очень эффектный, красивый пуловер получится. И всегда я показываю вам альтернативу. Смотрите, в качестве альтернативы можно использовать пряжу, тоже Турция, Этрофил Pumucklu Baby. Вот такой вот пряжа называется. Тоже полухлопок, тоже Турция. Цвета там очень много разнообразных. В 100 грамм у нас с вами используется 260 метров, 65% хлопок, вернее 55% хлопок, 45% акрил. Шикарная пряжа. Попадете в плотность также. Хорошей скрутки, очень хорошего качества пряжи. Следующий момент. Так, мне очень нравится еще вот эта пряжа Alize Cotton Baby Soft. Тоже попадете в плотность. Девочки, в 100 грамм у нас Так, давайте вначале про... Это тоже полухлопок, да, вы видите, 50% хлопка, 50 акрил. И про метраж в 100 грамм 270 метров. Вы все равно попадете в плотность. Спицы я использовала 3,5 спицы. Вот. И, в общем-то, этот цвет и эту пряжу я выбрала для показа, потому что она идеально подошла к оригиналу. Вы видели, цвет чайной розы крайне редкий и весьма-весьма красивый. Именно по этой причине я выбрала ее. А так я могла связать из любой другой пряжи. Да, вот из того, что я вам сейчас показывала. Просто ни один цвет у меня не подошел. И еще вот эта пряжа тоже в качестве альтернативной вы можете использовать Yarnart Jeans 50 грамм 160 метров. Тоже полухлопок. Точно так же Gazal Jeans вам подойдет в 50 грамм 170 метров. Тоже можно использовать, тоже попадете в плотность. Вот такой вот обширный, богатейший выбор вам летней пряжи. Итак, мои дорогие, смотрим схему узора. Схема узора, девочки, у меня составила в ширину 16 петель, в высоту 10 рядов раппорт. Смотрите, пустая клеточка, это у нас с вами лицевая петля. Ну, вообще, здесь везде лицевые. И вертикальный черточек это тоже лицевая петля. Я просто, знаете, для усиления эффекта сделала вот такое вот разделение. А так, в принципе, здесь везде лицевая гладь используется. Вот кружочек это у нас традиционно накид. И вот эти прямоугольные треугольнички, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а это 2 вместе лицевой с наклоном влево, а равнобедренный треугольник 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот такая простая схема. Давайте посмотрим выкройку. Вот такая выкройка будет у нас с вами сегодня использоваться. Здесь нет никаких размеров. Я все размеры озвучиваю в расчетной части. Посмотрите внимательно. Если заинтересуетесь этой моделью, обязательно пролистайте. И после того, как свяжем узор, я делаю расчет плотности и составляю описание, девочки. На ваших глазах я обосновываю каждую цифру. То есть я делаю расчеты на разные размеры. Получается вот такое описание. 54-го нет. И я это описание выкладываю под видео. Так что для вашего удобства все здесь в принципе есть. Так. Вы почитаете это все самостоятельно под видео. Я, конечно, сейчас все это читать перед вами не стану, мои дорогие. Давайте приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 35 петель.
У нас будет 2 раппорта по 16 петель, 1 петля будет для симметрии добавляться крайне левая, плюс 2 кромочные. Вяжем с вами первый ряд. Первая петля кромочная, и затем вяжем раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, раппорт связан. Вяжем второй раппорт. Также начинаем 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые опять, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 лицевые, 1, 2. Для симметрии, я говорила, мы добавили 1 петлю лицевую, провязываем ее, кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание, и второй ряд, и все четные ряды мы вяжем изнаночными петлями, в том числе накиды. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаем и вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3. Затем у нас тут 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид и 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2. Второй раппорт связали. Для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 4 ряд, все петли изнаночные вяжем. Итак, у нас с вами 5 ряд вяжем. Кромочную сняли, вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая. Раппорт связан. Второй раппорт начинаем. 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идут 3 лицевые, накид, снова 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Связали второй раппорт. Для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 6 ряд, все петли изнаночные вяжем. Вяжем 7 ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт. Лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для симметрии 1 лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. Мы связали 7 ряд. Переворачиваем 8 ряд, вяжем все петли изнаночные. Вяжем 9 ряд. Первая петля кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем, только в крайнем раппорте. Раппорты все центральные будут вязаться 3 вместе одной лицевой. Имейте это в виду. Крайние раппорты 2 вместе лицевой связали, далее 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан. Начинаем вязать второй раппорт. Вяжем 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Для этого первые, вторые петельки я меняю местами. Первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается. И все 3 вяжем одной лицевой. 3 лицевые. Далее вяжем 1, 2, 3. Делаем накид. По центру 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И в крайнем раппорте вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. Вот для этого нам была нужна 1 петля лицевая для симметрии. Вот так. Так, все, 10 ряд вяжем самостоятельно, все петли изнаночные, и далее повтор раппорта с первого ряда. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром, обдаем наш образец и тянем его во влажном состоянии по вертикали, по горизонтали. Выравниваем наши крайние петли. Поскольку кромочные у нас участвуют в расчете плотности. Итак, девочки, в расправленном виде оставляем сохнуть нашу красоту. Итак, девочки, наш образец с вами высох. Вот таким красивым он стал, ровным, красивым, выпрямленным. Да? Теперь наша задача взять простую линеечку и посчитать плотность по горизонтали и по вертикали. Измеряем ширину образца. Вот так мы берем наш образец, да, ровненько его укладываем и измеряем вместе с кромочными. У меня получается 17 сантиметров ширина. В раппорте мы, когда вязали, набирали 35 петель, разделить на 17 сантиметров, плотность у нас получится 2 петли в 1 сантиметре. Следующий момент. Мы измеряем вертикальную с вами плотность. Измеряем высоту образца 16, измеряем с вами меньшую высоту 14, берем среднее арифметическое 15 сантиметров, поскольку вы видите, край неровный, да? В одном месте он длиннее, в другом короче, мы взяли среднее 15 и считаем, сколько рядов у нас в образце. 32 ряда у меня в образце, и мы будем делить на 15 сантиметров, получаем 2,1. Это плотность по вертикали. И теперь, девочки, вот с этими цифрами мы будем сейчас приступать к расчету. Девочки, мы будем сегодня с вами делать расчет по такой выкройке. Выкройка у нас с вами со спущенным рукавчиком, да. В общем-то, будем рассматривать с вами сегодня размеры 44, 46, 48, 50 и 52.
Первый размер имеет ширину спинки переда 50 сантиметров. Второй размер 57,5 сантиметров. Третий размер 59 сантиметров. Так, и сразу про петельки давайте начнем. При такой ширине мы будем считать петли путем умножения нашей плотности, которую мы только что посчитали по горизонтали. Это 2. В 1 сантиметре 2 петли умещается. И мы будем с вами 50 умножать на 2. Получим 99 петель. Ну, я беру нечетное число. Сейчас объясню. Просто про расположение узоров надо взять на 1 петлю меньше. 99. Второй размер будет 57,5. Это будет 115 петель. Ну, тут, по сути, будет не 50, девочки, а 49,5 сантиметров ширина. Так, второй размер 57,5 умножить на 2, это будет 115 петель. Третий размер я беру 59 сантиметров, и это 119 петель. Расположение узоров у нас с вами начнется после того, как мы свяжем с вами планку, нижнюю планку резиночкой 1 на 1 на высоту 8 сантиметров. Затем переходим к узору. Рекомендую использовать спицы на полразмера меньше для планки, а вязать основное полотно спицами номер 3,5 мы будем. Все это есть в описании под видео. Так, и вот такое расположение узоров я придумала. Смотрите, девочки, у нас будет с вами 6 раппортов на первый размер умещаться. То есть по 16 петель у нас с вами раппорт составляет 16 петель, да? Одну петлю мы делали для симметрии, когда вязали узор, имейте это в виду. Для того, чтобы у нас с вами получился центральный раппорт, вы видели, как красиво он располагается, да? То есть у нас идет центральный раппорт, и это хорошо смотрится. Мы будем с вами делать 5 раппортов подряд, а 1/6 раппорт разделим пополам и расположим первую часть этого раппорта вот тут спереди, а вторую часть вот тут последние пол раппорта будут. Причем начнете вы 1 кромочная и 8 петель последних по нашей схеме. Объясняю, с чего начнете. Вот у вас кромочная, и вы начинаете вот с этой лицевой. Видите? Вот 8 петель. Вот я черточку поставила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Понятно, да? Вот от этой черточки начнете. Закончите, девочки, после того, как распределите 5 раппортов подряд 9 петлями, но первыми. Вот смотрите. Берете первые по раппорту 9 петель. Считаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот эту лицевую тоже она у вас войдет в раппорт. То есть 9 первых петель. Закончите. Все. Кромочная. Понятно. И в сумме это 99 петель. Вместе с кромочными. Второй размер у нас с вами 115 петель. Здесь у нас нечетное число 7 раппортов используется по 16 петель. Здесь мы так мудрить не будем. И просто вот так 16 петель у нас с вами 7 раппортов подряд располагаются. Одна петля у нас для симметрии, как мы в образце делали, вяжется крайне левая. Ну и соответственно 2 кромочные. В сумме это 115 петель будет. Для третьего размера 119 петель такое же расположение, но добавляем 2 лицевые справа и 2 лицевые слева. Крайне правые будут и крайне левые. То есть вы начнете 1 кромочная, 2 лицевые, далее 7 раппортов по 16 петель, 1 петля для симметрии и еще 2 лицевые кромочные. В сумме 119 петель. Вот такое расположение я вам рекомендую сделать на эти размеры. Так, теперь дальше идем. Скос плеча будем формировать на высоту 8 рядов. Ну, это 4 сантиметра, если перевести в сантиметры.
Как его сформировать, я сейчас рассказывать подробно не буду, вы почитаете в описании под видео. Там есть текстовое описание, я последовательно вам говорю закрытие петель здесь. Далее, вырез горловины. Я беру первый размер, ширину выреза по 21,5 сантиметр. И это у меня, если умножить это число на плотность 2, получится 43 петли. Второй размер 45 петель и третий 47 петель. То есть увеличиваем по 2 петли. И все, что осталось, это петли плеч. У меня получилось в расчете 28, 35, 36 петель. Так, теперь вырез горловины. Вырез горловины у спинки у нас будет глубиной 2 сантиметра, у переда 26 сантиметров, V-образный. Общую длину изделия берем 60 сантиметров. Мерка очень индивидуальная. Вам нужно ее обязательно откорректировать по своему желанию и по своему росту. Пожалуйста. При моем росте, при моем длине изделия у меня получается, что мы приступаем с вами после нижней планки через 26 сантиметров к формированию V-образного выреза. Общая высота выреза 26 сантиметров я перевела в ряды. Эти 26 сантиметров для того, чтобы рассчитать вот этот скос у нашего выреза. У меня получилось 26 сантиметров, и это 54 ряда. Как считала, девочки, я 26 умножила на нашу плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,1 ряда. Получилось у меня 54 ряда. Нам надо будет с вами, прежде чем приступить к формированию V-образного выреза, закрыть первую центральную петлю, то есть провязать 2 вместе одной лицевой и приступить к вязанию каждой половины раздельно. Будем с вами убавлять равномерно первый размер 21 петлю, второй 22 петли, третью 23 петли. Так, и убавки будем делать, девочки, в каждом втором ряду у нас получается. Не пугайтесь, если вы закончите убавки раньше, чем наступит у вас окончание скоса, да, плеча, прежде чем дойдете до плеча. Просто продолжите здесь вязать без всяких убавок, просто полотно по узору. Все, понятно, да? Я не стала вам рассказывать, как сделать вот это вот вырез горловины. Это все в описании почитайте, потому что очень много времени тратится на такие как бы нюансы, да, видео. Получается объемное видео, это не очень хорошо. Так, вы все можете самостоятельно прочитать, еще раз говорю, в виде текста под видео. Теперь к рукаву перехожу. Значит, рукав у меня общая длина идет 46 сантиметров, тоже мерка индивидуальная, под себя, пожалуйста, корректируйте. Начнем мы с нижней планки, 8 сантиметров в высоту, набираем 43, 45, 47 петель. В последнем изнаночном ряду прибавки делаем равномерные и доводим 51 петля, чтобы была на все размеры. Располагаем узоры следующим образом на 51 петле. У нас 3 раппорта по 16 петель, 1 петля получается для симметрии крайне левая и 2 кромочные. И это 51 петля. В самой широкой части рукава мы нашу высоту проймы, у меня это 20, 21, 22 сантиметра, умножаем на 2 и умножаем на нашу плотность по горизонтали 2. Получаем количество петель. Это 72 у меня получилось, 83 и 87 петель. 79, 83, 87. И теперь считаем скос. Скос надо сделать равномерные прибавки. Нам по скосу с двух сторон одновременно они делаются. Для этого посчитаем, сколько у нас высота этого скоса. В моем случае это 38 сантиметров. То есть я из 46 общей длины вычла планку 8, получилось 38. На этой высоте распределяем узор.
38 я также умножил на плотность по вертикали 2,1 и получила 80 рядов. У вас эта мерка будет другая, возможно. Поэтому сейчас, пожалуйста, девочки, прислушайтесь к тому, как я буду рассказывать, как считаем равномерные прибавки скоса. Теперь 79, давайте на примере первого размера. 79 петель, которая самая широкая часть, отнять 51 петлю, которая самая узкая, и получим мы с вами, давайте посчитаем, 79 отнять 50, 79 отнять 51, это будет 28. 28 надо разделить на 2 скоса, и получается 14 петель. Будем прибавлять, девочки. 14 петель мы будем прибавлять на высоту 80 рядов. 80 надо разделить на 14 петель по каждому скосу, и мы получим прибавки в каждом шестом ряду. Округляем, да? В каждом шестом ряду. И далее считаем 83 петли, отнять 51 петлю, внизу получаем 32, делим на 2. На каждый скос будем прибавки делать 16 петель. И у нас с вами 80 рядов разделить на 16 петель, прибавка в каждом пятом ряду. Третий размер считаем 87 петель, отнять 51 петля и разделить на 2 скоса. Получается, по каждому скосу идут 18 прибавок. И мы 80 рядов делим на 18 петель, получим в каждом четвертом ряду прибавка. Все, мои дорогие, вот таким образом вы завершаете вязание на нужной вам высоте, и затем у вас идет сборка изделия. Вы сшиваете плечи, вяжете вырез горловины на круговых спицах резинкой 1 на 1. Вот. Да, затем, значит, делаете боковые швы и вшиваете рукава. Ну, конечно, предварительно сделав также швы здесь у рукавов. Вот и все, мои дорогие. Нет никаких особых сложностей. В общем-то, я желаю вам удачи. До новых встреч!